Да, нашел. В город моего детства. Но когда, если не в середине мая, рассказать об еще одной зимней поездке. Итак, в чем история? Я прожил на Дальнем Востоке, в Амурской области, почти 20 лет. Сначала в Зее, потом пару лет в Благовещенске. Кстати, зацените, это футболка местного бренда. Ребята очень давно ее подарили, но все как-то не было случая ее показать. Так вот, пока я жил в Благовещенске, я успел сделать много дизайна для разных компаний и СМИ. Но самые долгие и теплые отношения у меня завязались с главной областной газетой, которая, конечно же, называется «Амурская правда». В этом году газета отмечала свой 100-летний юбилей. Да, это значит, что газете 100 лет. И это был отличный повод съездить на пару дней в родные края. Тем более, что в прошлый раз я был там 5 лет назад. Собственно, приезжал на 95-летие той же самой газеты. В редакции даже до сих пор висит баннер, который я тогда нарисовал. Я без них вообще не могу жить, эти бабушки. Кстати, я хочу сразу предупредить вас о некоторых особенностях в разговорной речи моих друзей. Вот вы, короче, говорили, что я быстро говорю. Фигня. Это Сергей? Сергей, скажи что-нибудь. Добрый день, Леонид. Елена. Привет. Я очень быстро говорю. Вот. Итак, у меня было всего 4 дня, чтобы пролететь практически через всю страну, заскочить надолго в Китай, проехать еще 500 километров на север в мой родной город и вернуться домой. Петушок или белочка? Вот такая Сибирь, прилетели. Бабушка очень просила поставить в этом ролике вальс «Амурские волны». Это практически гимн всего Дальнего Востока, очень известная вещь. Его даже Гагарин слушал во время полета в космос. Ну так вот, про Благовещенск. У меня осталось там ровно 2 дорогих сердцу места. В одном я жил, в другом влюбился. Первое – это небольшое офисное здание на отшибе, на конечной девятке. Я прожил в нем около года. Здание долгое время стояло пустым, и юрист, который занимался его оформлением, дал мне ключи. Точнее, один вот такой золотой ключ. И получилось, что у меня одного было огромное офисное здание и 2 этажа пустых кабинетов. А теперь, как говорится, здесь офис. Запах даже не изменился. Второе место более очевидное – это лифт в левом крыле Амурской ярмарки. Очень многие спрашивали, где тот лифт, где мы познакомились с Катей. Это он. Здрасте. А у нас тут следственный эксперимент, вы не против? Вот. Ну, здесь вот вместо Сереги была Катя, красивая маленькая девушка, и было еще секунд 20, наверное. Потом мы обменялись телефонами, встретились, поженились и улетели в Питер. В общем, больше никуда я в Благе не ездил. Сначала отсыпался, потом встречался с друзьями, а вечером уже был юбилей, собственно, ради которого я и приехал. Хоть бы не застряли. Вы здесь застревали? Да вот буквально на прошлой неделе. Зачем? Да. Как началась у него клаустрофобия. Я стала задыхаться. Я стала долбить в дверь. То есть вот эти царапины, Он у меня остановился, подрыгался и все-таки поехал. Сам юбилей прошел как в тумане и закончился тем, что главный редактор села на шпагат. Мне даже показалось, что она просила это снять. А, не снимать? Не снимай. Павлуха. Вы видите вот эти глаза испуганные? Если были бы колготки черные, было бы красивее. Если бы колготки были бы черными. Ну заметь, красивее сказала правильно. Ничего не показала, потому что, ну, не на что смотреть было. Все начинается с обычного автобуса, короче. Что вы ржете? Хау. Очки не надо? Юани надо? Другая. Идите нафиг, отстаньте от меня. Юани Нет! Только-только заехали в Китай, смотрите. Лёнь, заводи. Так, вы не дергайте, нас зарисуют. Made in China. Вряд ли.接地气的，拉萨了说，多少钱？ 10多比下рублей。Два. Дорого. 2 рубля? Два 10多比下。 А одна сколько стоит? 接起地气拉说， 10 тысяч раз. да, 接起地气拉说啊ну. 10 рублей. Побежали. Сейчас же китайский Новый год, и они бабахают свои вот бомбочки. Смотрите, какая артиллерия.
Нам оставишь? Это не факт. Вот это нормальный курс. Пять юаней можно. Не можно! Таможня? Сколько? 5 юаней. Много! У меня есть вип-карта, это гостиница. Мы когда уезжали, нас такую стопку такая дают и говорит, только тебе. Стопка вот такая, блин. Офигеть, там внутри катафалк. А, то есть это не заброшенная гостиница? Как ее можно найти, если ее так расплющили? Какие каштаны? Каштаны такие. Тачка огонь вообще. Той. Который это Кинг-Конг. Кинг-Конг. Ну похож на Кинг-Конга, ну чё? Мы приехали к Сереге в деревню. Заходи домой. Тут, короче, Показ- картошку мы храним. Обычно. Блин, проходи, гостем будешь. Что-то покосился у тебя сарай-то. Плазма что-то упала. Как говорится, непарадный Китай. Не-не-не, не трогай. Ты сломал Китай. Вот здесь реально был самый классный, самый пафосный рыбный ресторан в городе Хэйхэ. Сюда очередь занимали для того, чтобы приехать. Это было несколько лет назад. Пожалуйста. С чем вы это связываете? Я думаю, с экономическим бумом в России. Бумом? Бумом. Знаешь, что они говорят? Чё? Обама. Чмо. А, серьезно? Они так говорят, реально. Давай спросим. 为什么这个不工作？不什么关门了吗？ Обама, да? 是里边儿 И вся Америка в целом. 这都空着呢，没营业呀。 Ага. То есть строили, старались, а он, да? А он... Я понял. Да, и всё разрушили. Я понял. Раз, два, три и пошла. Соответственно, это Россия, а это Китай. Китай, Россия. Это же скотч, да? Потому что как в китайском такси без скотча? К вопросу о теплом паркинге. Яндекс Такси или Uber? Что лучше? Специальный аппарат, который сейчас лишит Сергея седины. Итак, давай. Давай, оп. И выходим. За игрушками? За жратвой. Вот этим и живут благовещенцы. Они ездят в соседний Китай для того, чтобы сходить в супермаркет. Потому что в Благовещенске такого нет. 从上到下，就哪怕小的细节也要美到爆炸。带上勾芡，这才在脚下，嫉妒的也只能在网上叫骂声。一旦女王出现，快点都给我让开！我从来不带眼看他们设下的障碍。 На третий день мы поехали в Зею. Это небольшой таежный городок, где я провел все свои школьные годы. И это еще 500 километров на север от Благовещенска. Прямых самолетов и поездов туда нет, но, к счастью, мой давний приятель по имени Василий согласился довести нас на своей машине. Право. Камера никуда, да? Никуда. Ну все, короче, осталось 10 километров. И мы вот на этой штуке, спасибо Василию, приедем в город моего детства. Что на дорогу смотреть, да? Когда она такой ширины. Вот за свою биографию в геологии около 1000 тонн золота, да, нашел. Это пионер
300 тонн, это Барликан порядка 600 тонн, это Брында 20 тонн. Это объекты, на которых я работал конкретно, и на которые я поисковывал, разведывал и так далее. Но унитаза до золотого нет, потому что геология не ценится. Да? Более того, у меня есть это самое. Есть корочки первооткрывателя пионерского месторождения. Мне министерство дало их. Да? Ну а потом я написал там заявление насчет того, что, может, премию какую-то подкинете. Да? Мне пришел отказ. Видимо, страна себя плохо чувствует, нет денег, да, ну и премии никакой не будет за первооткрывательство. Что-то там не соблюдено. Это Николай Григорьевич, человек, который вдохновил меня на очень многое в этой жизни. Он знает сотни увлекательных историй практически на любую тему и очень любит свое дело. И он лучший геолог, которого я знаю. Когда люди ходят по тайге, вот длина шага у всех получается приблизительно одинаковая, да? Где-то 70 сантиметров, 73-75. И были вот такие маленькие женщины у нас, геологи, были большие мужики под 2 метра ростом, да? И у всех получалось одинаково. Вот прям тут, прям с дедом, прям рыбачили. Каждый год машины тонут, нет здесь? Да практически каждый год. КамАЗы лежат, легковые лежат. Лежит УАЗик, в нем сидит бабушка какая-то, да, потому что остальные мужики выскочили, а она не успела. И 4 канистры этого спирта лет 20 назад, да, провалилось. Едем так по дороге, такая же она, видно, накатанная, да, и впереди торчат палки, да. Но мы взяли к середине ближе, объехали это место, да, проезжаем горно, да, оказывается, утонул КамАЗ со взрывчаткой. Но водитель выскочил, да, взрывчатка, и сам КамАЗ там где-то лежит на Минжиха. У нас была буровая, и они бурили глубокой скважину, метров 600, да, и оттуда пошел газ. Они курили махорку, буровики, да, был такой буровик, я уже не помню, Цивилев Борис Григорьевич, да. Его борода обсмолила, да, этим газом, он вспыхнул, да. От махорки прикуривали, этот газ на скважине вспыхнул. А много вот этих вот романтиков, чернокопателей? Вся тайга забита ими. Вот последние лет 5, да, особенно вот когда золото начало расти в цене, да, куда не едешь, везде кто-нибудь что-нибудь копает. А у вас такого соблазна не было? Для себя не было. Идем на вокзал, чтобы купить билет. Я, короче, спрашиваю у Николая Григорьевича, почему как бы он оставил машину заведенную, чтобы тепло было там. ну, а ее никто не заберет? Нет, никто. А почему? Такие не нужны машины. И вы ее не закрываете? Не закрываю. Оставляете заведенной? Обычно, да, и хоть бы что. Ну вот. Итак, мы едем в Тыгду. В общем, очень красивое место, и добраться до него легко. Я сейчас покажу на примере обратной дороги. Сначала садимся в машину и возвращаемся в город. Потом автобус. На нем 100 километров до поезда. 5 часов на поезде. 2 часа на вокзале. И пересадка на следующий поезд. Это был 2-часовой поезд. И отсутствующая ступенька. 20 минут на такси. И 3 перелета. Красноярск, Москва и Питер. Короче, за сутки можно управиться, если вы не очень любите спать. Продолжаем традицию ночных экскурсий. Выходим сейчас в ледовый городок, который строили для того, чтобы, я так понимаю, соревноваться с китайскими мастерами. Пока он не растаял, пока не разобрали. Идем смотреть.